Хотите один простой пример того, насколько культура сильнее науки? Штурм Зимнего дворца в ночь с 7 на 8 ноября 1917 года. Дата по старому стилю, поэтому революция Октябрьская. Праздник долгое время отмечали в ноябре, закрыв его позже Днем народного единства. Про 4 ноября нужно говорить отдельно. По нему есть очень много вопросов. Если хотите, высказывайтесь в комментариях. В видео же я расскажу именно про штурм Зимнего. Как я говорила, с ним связано доказательство того, что культура сильнее науки. Замечательный режиссер Сергей Эйзенштейн снял свой «Октябрь». И теперь большинство считает, что во время штурма дворца шли ожесточенные бои, что Керенский бежал, переодевшись в женское платье, что защитники Зимнего понесли серьезные потери. Это все мифы. Давайте в них разбираться. Начнем с того, что в Зимнем каких-то серьезных боев не было. Все основные события разворачивались перед ним. Во дворец попала пара снарядов, повредив немного фасад и крышу. Но от этого никто не пострадал. По данным советских историков, всего из числа защитников Зимнего большевиками было отправлено на тот свет 7 человек. Современные специалисты считают, что цифра занижена. Впрочем, никто не говорит, что потери были уж очень большие. Все дело в том, что Зимний защищали юнкера и женский батальон. Хочу обратить внимание, что сторонников Временного правительства было очень мало. Дворец большой, а людей с оружием в нем не хватало. Поэтому, когда большевики вломились на территорию дворца, им никто не противостоял. Юнкера просто испугались сражаться с огромной толпой. Они не думали о том, как отстоять падающий режим. Они хотели быть здоровыми, целыми и невредимыми. Кстати, историки говорят, что ошибкой Временного правительства было выбрать Зимний дворец для своих заседаний. Можно было оставаться в более компактном Мариинском дворце. Его было бы проще охранять. Но министрам нужен был большой аппарат, а его было необходимо где-то размещать. Мариинский оказался тесноват. Если бы кто-то знал, что будет штурм, то, наверное, министры остались бы там, где сидели ранее. Еще один миф касается того, что большевики стали заниматься мародерством, вынося ценности из Зимнего. Такого Эйзенштейн не показывал. Это, видимо, придумано уже противниками коммунистического режима. Выдумка она всего на 50%, наверное. Историки сходятся во мнении, что в первое время последовали грабежи. Матросы, рабочие и прочие стали выносить дорогие вещи, но большевистская верхушка очень быстро навела порядок. Всех выходящих из дворца стали тщательно досматривать. Большевики были фанатиками, но не глупыми людьми. Они отдавали себе отчет в том, что царские ценности должны перейти советскому государству, а не осесть на чердаках рядовых революционеров. И еще один миф про Александра Федоровича Керенского, который якобы переоделся медсестрой и сбежал из Зимнего дворца. Картины писали про это событие. Григорий Щегаль написал «Бегство Керенского», кукрейнисты тоже писали «Было дело». История веселая. Как бы сейчас сказали, художники и прочие творческие люди хотели на ней хайпануть. Вот и появились такие шедевры. На самом деле Керенский бежал, но не из Зимнего дворца, а из Гатчины. И не в форме медсестры, а в одежде матроса. И было это уже позднее штурма Зимнего дворца. Из места, по которому якобы стреляла Аврора, Александр Федорович спокойно уехал на автомобиле в сопровождении еще одной машины. Он хотел собрать воедино верных ему солдат. Не получилось. Вот такая у нас история, такая культура. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал «Загадки истории» и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.